Глава 1201. Две женщины. Что касается Дун Сюаньер в белом одеянии, ее яркие красные губы несколько раз пошевелились, но в итоге она ничего не сказала. Однако выражение ее лица было немного сложным, казалось, смесь возбуждения и радости со следами обиды. «Я очень рад видеть тебя здесь, госпожа Хань, для меня это, конечно, не слишком большая проблема. Тебе не нужно называть меня старшим или старейшиной, зови меня просто старший брат Хань. Похоже, ты уже достигла средней стадии формирования ядра, и, похоже, скоро перейдешь на позднюю стадию», — с улыбкой приветствовал Хань Ли. Женщина в желтой одежде слегка покраснела от услышанного и слегка кивнула. «Мы пришли сюда поблагодарить большого брата Хань за то, что он пощадил мою жизнь в двух разных случаях. Если бы на твоем месте был другой культиватор, я бы, скорее всего, умерла в обоих случаях», — сказала Хань Юньчжи с благодарностью в голосе. Хань Ли запнулся, услышав это, и рассмеялся. «Похоже, ты помнишь все, что произошло на испытании кровью и огнем, и осознаешь, что я был ответственен за то, что произошло потом». Хань Ли неосознанно считал эту женщину кем-то вроде своей младшей сестры, и Хань Юньчжи также питала подобные чувства к Хань Ли. Таким образом, обменявшись несколькими предложениями в их разговоре, но она уже забыла о нынешнем высоком статусе Хань Ли и говорила с ним в такой интимной манере, как будто он действительно был ее старшим братом. По мере продвижения их разговора, они начали говорить о Великом Южном собрании и испытании кровью и огнем, переполнившись ностальгией. Когда они присутствовали на этой встрече, никто из них не мог предположить, что они будут стоять там, где они стоят сегодня, 300 лет спустя. В то время они даже не могли мечтать о том, чтобы стать культиваторами стадии заложения основ. Внезапно, казалось, странная мысль пришла в голову Хань Юньчжи, и она повернулась к Дун Сюаньер с улыбкой и сказала: «Кстати, я встретила эту старшую сестру Дун во время церемонии. Я слышала, что она когда-то была членом той же секты, что и старший брат Хань, и она хотела бы кое о чем поговорить с тобой. Мы с феей Дун действительно раньше были культиваторами долины Желтого Клена. Однако, похоже, что твоя база культивации не прогрессировала с тех пор, как я видел тебя в последний раз, госпожа Дун». Только услышав слова Хань Юньчжи, Хань Ли обратился к Дун Сюаньер с равнодушным выражением на лице. Лицо Дун Сюань внезапно покраснело, и она, с яростью стиснув зубы, ответила: «Это из-за тебя я стала такой». Хань Ли был совершенно ошеломлен. Хань Юньчжи также моргнула с недоумением в глазах. Вскоре Хань Ли пришел в себя и, естественно, был не рад услышать это. С мрачным выражением на лице он спросил: «Что ты имеешь в виду под этим, фея Дун? Как твоя база культивации иметь какое-то отношение ко мне? Если бы не тот факт, что ты стал моим внутренним демоном, как я могла провалиться в прорывах столько раз подряд? Это из-за тебя я застряла на средней стадии формирования ядра в течение стольких лет». Казалось, Дун от ярости забыла о нынешней личности Хань Ли и стала злобно выражать свое недовольство и разочарование. «Внутренний демон». Хань Ли пробормотал про себя с намеком на недоумение на лице. «Когда я был в крепости клана Янь, я была похищен Тянем Буке и насильно возвращен в секту гармоничной связи. Только тогда я обнаружил свою истинную родословную. Оказывается, я прямой потомок старого дьявольского конкорда из секты гармоничной связи. Только в результате несчастного случая я стала ученицей долины Желтого Клена. Еще до моего рождения старый дьявольского конкорда применил ко мне секретную технику, известную как искусство изящных снов, связанное с культивацией чарующих техник. Искусство культивации значительно повысило бы мой уровень культивации, но самым простым, но и самым трудным препятствием для культиваторов, использующих это искусство культивации, было испытание внутренними демонами. Если бы все было просто, тогда препятствий практически не было бы, и я бы прогрессировал так же легко, как ела пищу или пила воду. Однако, если это оказалось трудным, мои внутренние демоны могли мешать мне весь остаток моей жизни, и в этом случае моя база культивации никогда не будет прогрессировать. Фактически, у других культиваторов даже были аналогичные прецеденты, использующие это искусство культивации, когда их внутренние демоны были слишком сильны, и в результате их база культивации даже была вынуждена регрессировать, выпалила Дун Сюаньер, стиснув зубы. После продолжительного ошеломленного молчания на лице Хань Ли появилось своеобразное выражение, и он спросил: «Несмотря на это, как я стал твоим внутренним демоном? Мы с тобой практически не встречались. Откуда я знаю? Как только я достигла стадии формирования ядра, ты стал появляться в моей культивации в качестве моего внутреннего демона. Хотя я едва смогла прорваться к стадии формирования ядра, с тех пор я не смог прогрессировать. Мне нужно преодолеть препятствия, создаваемые моими внутренними демонами, прежде чем я смогу продолжать прогрессировать.
Я также спрашивала об этом старого дьявольского конкорда, и он сказал мне, что причиной, по которой ты стал мой внутренним демоном, была, скорее всего, в том, что ты использовали какую-то специальную технику в прошлом и в результате был невосприимчив к моим чарующим техникам. После этого, когда меня похитили, и я испытала на себе негативную реакцию от моей собственной чарующей техники, ты оставил слишком сильное впечатление в моем сердце, став моим внутренним демоном. Хань Ли потерял дар речи. Хань Юньчжи также был полностью сбита с толку. Через некоторое время Хань Ли наконец-то пришел в себя. Холодный свет вспыхнул в его глазах, и он спросил: «Я слышал, что ты однажды отправили людей на поиски меня сразу после того, как перешла на стадию формирования ядра. Если бы ты нашла меня, как бы ты разобралась со своим внутренним демоном? Как еще кто-то может победить своих внутренних демонов? Они должны либо сделать это силой воли, либо уничтожить субъекта, ответственного за проявление своих внутренних демонов. В качестве альтернативы. Тогда я хотела использовать второй метод. Говоря это, Дун Сюаньер слегка запнулась, и на ее лице внезапно появилось покраснение, еще более усилившее ее соблазнительное очарование. Хань Ли прищурился, услышав это, и на его лице появилось удивленное выражение. Тогда ему, казалось, пришла в голову мысль, и он снова изменился в лице. Немного помолчав, он спросил: «Я знаю, почему ты сейчас здесь. Ты хочешь, чтобы я использовал свое духовное чутье, чтобы передать свою секретную технику, чтобы ты смогла победить своих внутренних демонов, верно?» Дун Сюаньер честно призналась ему: «Так и есть. Я хотела попросить тебя о помощи во время вторжения Муланей, но тогда ты уже перешел на стадию зарождающейся души, и я не решалась приблизиться к тебе, упустив эту возможность. Почему ты так уверена, что я помогу тебе сейчас?» С улыбкой на лице спросил Хань Ли. «Ты уже культиватор номер 1 в небесном южном регионе, поэтому я не знаю, захочешь ты помочь такому слабому культиватору, как я. Однако, если я хочу получить хоть какой-то шанс достичь стадии зарождающейся души, тогда это моя единственная надежда», ответила Дун Сюаньер с возмущением в глазах. «Я знаю, что у нас с тобой никогда не было хороших отношений, но мы когда-то были учениками одной секты, и твой внутренний демон действительно произошел от меня. Помочь тебе здесь не составит труда, так что я могу оказать тебе помощь в этом случае», медленно проговорил Хань Ли. В самом деле, Дун Сюаньер пришла в восторг от этих слов. «Мне нынешнему легко помочь тебе победить твоего внутреннего демона, так зачем мне врать? Однако после этого между нами больше не будет ничего общего. Не жди, что после этого я помогу тебе в твоей дальнейшей культивации», предупредил Хань Ли. Услышав это, лицо Дун Сюань побледнело, и она на мгновение замолчала, а затем решительно ответила: «Я уже очень благодарна, что ты готов помочь мне хотя бы раз. Я не смею мечтать о том, чтобы беспокоить тебя дальше. Хорошо, отдохни здесь 3 дня, госпожа Дун. Через 3 дня я вернусь сюда и помогу тебе побороть твоего внутреннего демона», спокойно ответил Хань Ли. Дун Сюаньер отчаянно кивнул и воздержался от дальнейших разговоров. После этого Хань Ли и Хань Юньчжи еще немного поболтали, а затем покинули павильон. 5 дней спустя Дун Сюаньер и Хань Юньчжи покинули секту дрейфующих облаков, одна за другой, вернувшись в свои соответствующие секты. Получив помощь Хань Ли в преодолении своих внутренних демонов, Дун Сюаньер не столкнется с дальнейшими препятствиями во время своей попытки перейти на позднюю стадию формирования ядра. Тем временем Хань Юньчжи получила много сокровищ и таблеток от Хань Ли, и он также доверил ей письмо, адресованное великому старейшине секты контроля над призраками. Когда Хань Ли спустился перед своей резиденцией в виде полоски лазурного света, его ждала молодая женщина в белом роскошном платье с улыбкой на лице. Как только Хань Ли прибыл, она тихо спросила: «Почему младшая сестра Юньчжи уехала так быстро? Ты мог бы попросить ее остаться еще на несколько дней. В этом нет необходимости. Ей достаточно провести здесь несколько дней со мной», Хань Ли покачал головой с улыбкой. «Между прочим, я только что получил известие о твоей старой знакомой, фиолетовой духовной фее. Она достигла стадии зарождающейся души несколько лет назад и с тех пор отправилась в путешествие к великому Циню. Ты, вероятно, еще не скоро сможешь с ней увидеться», с улыбкой на лице сказала Наньгун Ван. «Джину». Хань Ли улыбнулся в ответ. Со способностями фиолетовой духовной феи неудивительно, что она смогла продвинуться на стадию зарождающейся души. Что касается того, находится она здесь в небесном южном регионе или нет, это совершенно несущественно. Мы, естественно, встретимся еще раз, если нам будет суждено это сделать. Кроме того, через несколько дней мне пришлют некоторые материалы для изготовления инструмента, и я планирую после этого уйти в уединение. Я хочу добраться пика поздней стадии зарождающейся души, а затем полностью овладею техникой великой развития. После этого я соединю 5 типов ледяного пламени с несокрушимыми чевкающими демонами. Конечно.
Я просто подумала о том, чтобы совершить прорыв на позднюю стадию зарождающейся души. Надеюсь, мы оба достигнем наших целей, когда выйдем из уединения, с нежной улыбкой кивнула Наньгун Ван. Ха-ха, я, конечно, надеюсь, что так и будет. Однако за несколько дней до того, как я уйду в уединение, тебе придется составить мне компанию в мои одинокие ночи. В глазах Хань Ли внезапно появился похотливый взгляд, который стал бродить по чувствительным областям Наньгун Ван. Когда ты стал таким болтуном? Наньгун Ван усмехнулась с румянцем на лице, но радость в ее глазах была очевидной. Впервые в моей жизни кто-то назвал меня болтуном. Ты, наверное, единственная, кто увидит эту мою сторону. Хань Ли откинул голову назад и сердечно хмыкнул, а его смех эхом разнесся по объединенным пикам. В пещере на другой вершине молодая девушка читала нефритовую пластинку, и ее концентрация была нарушена хриплым смехом Хань Ли. Легкая улыбка также появилась на ее лице, прежде чем она снова перевела свое внимание на свою нефритовую пластинку. Глава 1202. Уединение. В секретной комнате на главной вершине гор мечтательных облаков все было окутано огромным белым туманом. Казалось, что ограничение было установлено во всей секретной комнате. В центре комнаты, скрестив ноги, сидел мужчина, и по всему его телу переливался лазурный свет. Вокруг него сидело 5 древних нефритовых человекоподобных скелетов, ноги которых также были скрещены. Скелеты, окутанные слоем серовато-белой дьявольской ци, сидели с приоткрытой челюстью, где мерцали черные, белые, синие, желтые и зеленые языки пламени. Рядом, в центре комнаты, сидела лазурная человекоподобная фигура, соединив ладони перед грудью, и между ее руками горел шар полупрозрачного фиолетового пламени. Эта человекоподобная фигура была никем иным, как Хань Ли, который был в уединении в течение неопределенного количества лет. Внезапно на стене вспыхнул серебряный свет, и в пределах ограничения появилась другая лазурная человекоподобная фигура. Она осталась стоять рядом со стеной совершенно неподвижно. Через некоторое время Хань Ли внезапно открыл рот, и шар фиолетового огня втянулся в его рот в виде полоски фиолетового пламя. Напротив, все 5 скелетов рядом закрыли рты, и разноцветное пламя внутри них исчезло во вспышке. Сразу после этого серовато-белая дьявольская ци над их телами отступила, раскрывая скелеты, которые превратились в разные цвета, соответствующие их пламени. В этот момент Хань Ли открыл глаза, но они все еще были абсолютно стеклянными. Только спустя долгое время его глаза вновь обрели ясность. Он перевел взгляд на лазурную человекоподобную марионетку и слегка нахмурился. Эта лазурная человекоподобная фигура, естественно, была никем иным, как той марионеткой, которую Хань Ли оставил за пределами пещерной резиденции. В течение этих последних нескольких лет Хань Ли регулярно призывал к себе марионетку, чтобы снова ассимилировать ее со второй зарождающейся душой, но кроме этого, марионетка оставалась присматривать за пещерной резиденцией. Она внезапно появилась здесь, и это означало, что должно было произойти нечто важное, на что нужно было обратить его внимание. Хань Ли чувствовал, что это довольно странно. В конце концов, вторая зарождающаяся душа в паре с его марионеткой не уступала по силе обычному великому культиватору, так что же могло такого случиться, что даже она не смогла об этом позаботиться? Имея это в виду, он сразу же направил свое духовное чутье к марионетке и начал ассимилироваться с духовным чутьем второй зарождающейся души. Через 15 минут на лице Хань Ли появилось своеобразное выражение. Марионетка внезапно подняла руку и вытащила предмет из сумки для хранения, свисающий с его талии, а затем спокойно передала его Хань Ли. Хань Ли сразу же принял этот предмет и обнаружил, что это сломанный нефритовый талисман размером с половину ладони. Введя в него немного духовной силы, на его поверхности стали появляться крошечные малиновые иероглифы. Хань Ли мельком взглянул на эти иероглифы, и на его лице появилось задумчивое выражение. «Господин даосист бесконечный небесный зверь, ты тоже очнулся, верно?» Похоже, что мы долгое время находились в уединении, голос Хань Ли был слегка скрипучим и жестким от того, что он не говорил так долго. Прошло всего 120 лет, не так уж и долго. А почему ты спрашиваешь? Хочешь выйти из уединения сейчас? Ты достиг критического этапа в объединении своего ледяного пламени и несокрушимых чевкающих демонов. Пройдет еще примерно 10 лет, прежде чем 5 демонов смогут успешно очистить 5 типов ледяного пламени. Если ты выйдешь за уединение сейчас, не будет ли это большой потерей? Вспыхнул духовный свет, и из рукава Хань Ли вылетел маленький котел. Котел парил перед ним, а над ним появилась фигура маленького ребенка. В своем нынешнем состоянии демонический зверь казался на 2-3 года старше, чем когда он впервые попал в уединение с Хань Ли. Хань Ли покачал головой и сказал: «На самом деле это не имеет большого значения, и я могу просто продолжить процесс уточнения, когда вернусь».
Просто этот талисман тысячи расстояний говорит мне о новостях в море рассеянных звезд. Я заключил сделку с небесными звездными мудрецами, и похоже, что Линь Юйлин сейчас в беде, поэтому я не могу просто игнорировать ситуацию. Небесные звездные мудрецы. Ты имеешь в виду ту пару из культиваторов на поздней стадии зарождающейся души из моря рассеянных звезд? Тогда я использовал секретную технику, чтобы исследовать их физическое состояние. У них действительно было изобилие магической силы внутри их тел, но они уже приближались к концу своей жизни. Даже если их не убили, они, скорее всего, уже скончались. В противном случае, если бы эти двое продолжали присматривать за Дворцом звезд, с чего бы Линь Юйлин обратилась бы к тебе за помощью? Спекулировал маленький ребенок. В послании, которое прислала мне Линь Юйлин, действительно не упоминалось о небесных звездных мудрецах, так что, скорее всего, они действительно уже скончались. Это также и большая возможность для меня, я всегда был очень заинтересован в эссенции божественного света Дворца звезд. Я тщательно изучил техники перехода на стадию божественной трансформации, которую мне предоставили небесные звездные мудрецы, и единственная жизнеспособная техника — полное овладение светом божественной эссенции. Во время этого путешествия я смогу получить эту технику культивации, размышлял Хань Ли. В мире духов я никогда не слышал об этом искусстве культивации, так что, скорее всего, это что-то созданное культиваторами этого мира. Не будешь ли ты рассеивать свое внимание на множество различных областей, если используешь это искусство культивации? Позаботься, чтобы эти вещи не отвлекали тебя от погони за великим «да», предупредил ребенок. Я знаю об этом. До начала культивации эссенции божественного света я планирую сначала обязательно добраться до пика поздней стадии зарождающейся души, а затем попробую использовать свое ледяное пламя, чтобы попытаться прорваться через узкое место на стадию божественной трансформации. Если мне удастся это сделать, то не будет необходимости культивировать эссенцию божественного света. В противном случае у меня просто не будет выбора, сказал Хань Ли с серьезным выражением. Раз так, мне больше нечего сказать. Я также знаю много техник, которые могут помочь однажды перейти на божественные трансформации, но обидно, что они будут неэффективны в этом мире из-за недостаточного количества духовной ци здесь. Кстати, как прошла твоя культивация в течение прошлого столетия, магическая сила в твоем теле, кажется, стала гораздо более насыщенной, спросил маленький ребенок, оценив состояние Хань Ли. Возможно, так и есть. Но я все еще далек от того, чтобы достичь пика поздней стадии зарождающейся души. У меня уйдет как минимум еще 50 лет культивации, и это только благодаря постоянному приему всех видов таблеток. Если бы я культивировал только посредством медитации, я бы, скорее всего, не смог бы достичь этой точки даже через целое столетие, Хань Ли удрученно вздохнул. В этот момент Хань Ли вдруг подумал о таблетке фиолетового облака, которую он усовершенствовал в эфирном духовном саду. Если бы у него было достаточное количество таких таблеток, он мог бы ускорить процесс культивации. Жаль, что некоторые виды духовных растений, необходимых для изготовления таблетки фиолетового облака, исчезли из этого мира, и было невозможно вынуть эти духовные травы из эфирного духовного сада, чтобы посадить их во внешнем мире. На его нынешней базе культивации таблетки, которые он принимал, имели очень ограниченный эффект улучшения, и он был довольно недоволен их эффективностью. Кроме того, он не тратил зеленую жидкость в таинственной бутылке в течение последних нескольких лет. Найдя множество духовных растений и изготовив таблетки, остальная часть этой жидкости была использована для усовершенствования его глаз духовного прозрения и созревания его духовных насекомых. Однако после 20 с лишним лет он перестал усовершенствовать свои глаза духовного прозрения. Это было потому, что после усовершенствования его глаз духовного прозрения бесчисленное количество раз, вода духовного света больше не давала ему никаких преимуществ. Таким образом, было бы просто расточительно продолжать усовершенствовать глаза духовной водой. Несмотря на это, духовные глаза Хань Ли уже претерпели радикальные изменения. Внеся в глаза духовную силу, Хань Ли не только мог видеть сквозь облака и туман, он мог видеть предметы, которые были на расстоянии 10 тысяч футов так же ясно, как будто они находились прямо перед его глазами. В этом случае, если он не окажется в пределах ограничений, отсекающих его духовное чутье, его глаза духовного прозрения окажутся чрезвычайно прагматичными и полезными для него. После более чем 100-летнего созревания, ледяная шестикрылая многоножка, наконец, вырастила свои вторые пары крыльев. Таким образом, они поднялись прямо от демонических зверей 5-го ранга, став демоническими зверьми 7-го ранга, и в то же время они обрели способность контролировать ветер и снег. Если бы все многоножки раскрыли всю свою мощь одновременно, они могли бы мгновенно превратить область с радиусом более 5 километров в ледяную пустошь. В противоположность этому, золотые прожорливые жуки не показали никаких признаков скорой эволюции.
Хотя он получил технику от Святой Бесконечного Неба для созревания жуков с использованием пятиэлементной духовной ци, но это было явно неподходящее время для применения такой техники. Казалось, что ему придется выращивать этих духовных насекомых еще много лет, прежде чем эту технику можно будет использовать. Что касается бронированного земляного дракона, которого он нашел в Великом Сне, который умел только искать небесные материалы и земные сокровища, то он также был очень доволен тем, что тот сам культивировал в пещере. Однако, судя по его базе культивации, он все еще был очень далек от достижения стадии метаморфоза 8-го ранга. С точки зрения искусства культивации, Хань Ли одновременно культивировал искусство меча лазурной эссенции и технику великого развития. Возможно, это произошло из-за изменений в его духовных способностях или, возможно, потому что он действительно обладал исключительными способностями в культивации духовного чутья. В любом случае, он смог культивировать технику великого развития до последнего уровня одним махом, и процесс, казалось, пошел даже более гладко, чем когда он культивировал первые несколько слоев. Таким образом, его духовное чутье стало в несколько раз сильнее, чем когда-либо. Если бы он мог также культивировать последний уровень техники великого развития, то его духовное чутье было бы не ниже, чем у обычного культиватора стадии божественной трансформации. Помимо замечательных улучшений в его духовном чутье, нынешнее тело Хань Ли было также невероятно сильным. Чтобы облегчить культивацию трансформации 9 ураганов, он культивировал 3-й уровень искусства яркого нефрита. Несмотря на то, что это не заняло у него много времени, уровень сложности и мучительная боль чуть не заставили Хань Ли сдаться на полпути. Неудивительно, что люди, достигшие 3-го уровня или даже выше, были в мире духов. Тем не менее, после культивации 3-го уровня искусства яркого нефрита, Хань Ли даже удивился тому, насколько мощным стало его тело. В настоящее время он мог оставаться полностью невредимым перед лицом атак обычных сокровищ, даже не раскрывая своего защитного духовного слоя. Между тем, ему было очень легко культивировать трансформацию 9 ураганов, и он полностью освоил его за короткий промежуток времени в несколько лет. Во время своего уединения Хань Ли также усовершенствовал несколько сокровищ. Естественно, он отдавал приоритет усовершенствованию бусины древесного перерождения, которая давала ему одноразовую способность его тела к бессмертию. По стечению обстоятельств, наиболее важными дополнительными материалами, необходимыми для усовершенствования этой бусины, у него были духовного древа и древо духовного колодца, 2 из 3 божественных деревьев. Для других эти предметы было чрезвычайно трудно найти в человеческом мире, но это не было проблемой для Хань Ли. Таким образом, он был в состоянии легко усовершенствовать бусину древесного перерождения, а затем впитать ее в свое тело. Помимо этой бусины, он также усовершенствовал пару ядовитых крючков, которые он получил от двуххвостого скорпиона с человеческим лицом, а также столбы огненного дракона, которые он добыл на горе Куню в 2 набора могущественных сокровищ. Хань Ли подсчитывал результаты, которые он получил за этот период уединения, и, внезапно, взмахнув рукавом в воздухе, выпустил черный нефритовый флакон и начал что-то петь. 5 скелетов поблизости сразу вздрогнули, и серовато-белая дьявольская ци внезапно всплыла над их телами, превратив их в призрачные головы, каждую размером с колесо телеги. После этого изо рта призрачных голов вырвалось дьявольское пламя, производя чрезвычайно зловещее зрелище. Хань Ли поднял руку и наложил ограничительное заклинание на призрачные головы. Они тут же сжались до размеров человеческого кулака. По вспышке света призрачные головы втянуло в черный нефритовый флакон. Хань Ли убрал нефритовый флакон и поднялся на ноги. Он протянул рукав к пятну белого света на стене секретной комнаты, и по вспышке духовного света ограничение в комнате отступило, обнажив каменную дверь у входа. С равнодушным выражением на лице Хань Ли подошел к каменной двери, в то время как человекоподобная марионетка исчезла на месте во вспышке серебряного света. Глава 1203. Новости из Дворца звезд. В государстве Юэ, расположенном в центре небесного южного региона, в мире культивации почти постоянно бушевали войны, и редко бывали длительные периоды мира. 6 сект государства Юэ были сначала побеждены дьявольским Дао, и вслед за этим была война среди сект дьявольского Дао за превосходство и контроль над государством Юэ, война, которая в конце концов была выиграна сектой Духовного Призрака. Однако около столетия назад секта Духовного Призрака потеряла многих своих высокоранговых культиваторов во время битвы в долине падения демонов, и секта контроля над призраками воспользовалась этой возможностью, объединившись с другими сектами, чтобы заставить секту Духовного Призрака уйти из государства Юэ. Таким образом, государство Юэ было с тех пор разделено между сектами дьявольского Дао с сектой контроля над призраками в качестве их нового лидера. Нынешняя мощь и влияние секты контроля над призраками позволили им захватить почти половину духовных вен и рудников духовных камней в государстве Юэ, и один из этих духовных рудников под землей под некой большой долиной.
Запасы духовных камней сначала были довольно обильны, но после неустанных раскопок в течение последних нескольких веков 6 сектами государства Юэ, а затем секты духовного призрака и секты контроля над призраками, рудник духовных камней стал пустеть, и ныне сама шахта была в полузаброшенном состоянии. Кроме 2 учеников стадии уплотнения Ци из секты контроля над призраками, никто больше не охранял его. В тот день 2 ученика секты контроля над призраками стояли у подземного входа в шахту, беседуя о недавних событиях, произошедших в секте. Между тем, на поверхности земли над их головами в землю врезалась лазурная человекоподобная фигура, используя технику земляного перемещения, а затем появилась в некой невзрачной пещере самой глубокой части шахты. На протяжении всего этого процесса оба ученика секты контроля над призраками совершенно не заметили прибытия этой фигуры. По вспышке желтого света человекоподобная фигура стала молодым человеком с ничем не примечательными чертами лица. Он взглянул на пустой угол пещеры, и на его лице появилась легкая улыбка. Этот человек, естественно, был никто иной, как Ханли, который проделал весь путь из государства Си. Месяц назад, выйдя из уединения в государстве Си, он не встретил Наньгун Вана. Наньгун Ван культивировала не так, как Ханли. В течение прошлого столетия она несколько раз выходила из уединения и в течение длительных периодов времени путешествовала по всему небесному южному региону, чтобы тренировать свой разум. Когда Ханли, наконец, вышел из уединения, Наньгун Ван снова вошла в свою секретную комнату за несколько лет до этого и была в разгар своего следующего периода уединения и культивации. Ханли был разочарован этим, но не собирался мешать Наньгун Ван культивировать, чтобы просто повидаться с ней. Вместо этого он просто послал ей талисман передачи голоса, сообщив ей о том, что собирается отправиться в долгое путешествие, а затем посетил Люло и Лююй в секте дрейфующих облаков. Оба они были в восторге, увидев Ханли. В течение прошлого столетия они работали не покладая рук, чтобы расширить секту дрейфующих облаков, и теперь она стала одной из горстки самых известных сект в небесном южном регионе. За это время Сун Юй уже достигла стадии зарождающейся души, став 4-м культиватором зарождающейся души в секте дрейфующих облаков. Ханли, естественно, был очень рад это слышать. Но больше всего его удивило то, что после многих лет поисков Сун Юй, наконец, нашла ученика, который обладал сильным духовным чутьем с рождения. Однако из-за того факта, что Ханли все еще находился в уединении, этот ученик остался культивировать в секте самостоятельно. По-видимому, ученик также обладал весьма исключительными духовными способностями и духовными корнями 2 элементов. Услышав это, сердце Ханли замерло, и он сразу же попросил встретиться с этим учеником. Он обнаружил, что этот ученик был худощавым, хрупким юношей в возрасте 17 лет с набором тонких черт. Ханли лично осмотрел юношу и обнаружил, что тот действительно обладал сильным духовным чутьем от рождения, которое было в несколько раз сильнее, чем у культиватора его ранга. Самое главное, что у этого юноши был честный и стойкий характер, чем Ханли был очень доволен. Таким образом, он перешел прямо к сути и спросил юношу, желает ли он стать его учеником. Юношу звали Ши Цзянь, и он уже знал, кто такой Ханли. Поэтому он, естественно, был очень рад, что культиватор номер 1 в небесном южном регионе был готов принять его в качестве своего ученика. Таким образом, он сразу же упал на колени и поклонился Ханли, официально став его учеником. Ханли сердечно хмыкнул, а затем отвел юношу к объединенным вершинам. Он установил новую пещеру для него на одной из вершин, а также дал ему копию священных писаний техники великого развития. Он подтвердил молодому человеку важность культивации техники великого развития, но позволил ему выбрать любое другое искусство культивации из заветных священных писаниях, которые он хотел культивировать вместе с великой техникой развития. Монарх расщепления души был чрезвычайно талантливым культиватором, поэтому в его заветных писаниях было много искусств культивации. Ши Цзянь все еще был учеником на стадии уплотнения Ци, и Ханли оставил ему достаточное количество таблеток для поддержки его культивации. Он также призвал свою ученицу Тянь Циньер, чтобы та обучала Ши Цзяня его культивации в отсутствии Ханли. Даже несмотря на то, что Тянь Циньер обладала телосложением плачущего дракона, она также смогла пройти свой путь к стадии заложения основ в середине прошлого века с помощью большого количества таблеток, которые ей давала марионетка Ханли. Как и ожидал Ханли, для нее оказалось невозможно достичь стадии формирования ядра. Приняв молодого человека своим учеником, Ханли почувствовал, как будто с его плеч упал груз. Перед тем, как скончался монарх расщепления души, он попросил Ханли найти ученика, чтобы передать ему священные писания техники великого развития. Как только юноша достигнет стадии формирования ядра или выше, Ханли планировал наделить его несколькими могущественными сокровищами, а затем отправить его на Дальний Запад, чтобы он мог стать мастером секты Тысячи Бамбуков и получить наследство, оставленное монархом расщепления души. Му Пейлин проживала в пещере на одной из объединенных вершин, а Наньгун Ван даровала ей секретную технику из секты маскирующейся луны, и та смогла освоить ее, чтобы добиться больших успехов в своей культивации, достигнув поздней стадии формирования ядра.
Она находилась в уединении днем и ночью, усердно культивируя свою магическую силу попытаться прорваться на стадию зарождающейся души. Однако Хань Ли не очень оптимистично оценивал ее будущие перспективы. Способность Мупейлин была далеко не посредственной, но почти каждому культиватору зарождающейся души приходилось сталкиваться с чудесной возможностью, которая была уникальной для них, прежде чем достичь стадии зарождающейся души. Мупейлин очень усердно работала над своей культивацией, но если бы она не столкнулась с такой возможностью, ее шансы достичь стадии зарождающейся души были весьма плачевными. Позаботившись обо всем, что требовало его внимания в секте, а также в его собственной пещерной резиденции, Хань Ли немедленно покинул горы мечтательных облаков и направился прямо в государство Юэ. В конце концов, судя по сообщению, которое ему прислала Линь Юйлин, Дворец звезд оказался в очень опасной ситуации, и в нем полностью доминировала коалиция звездопада. В противном случае она не стала бы отправлять просьбу о помощи, используя ее талисман тысячи расстояний. Хань Ли не хотел слишком долго задерживаться перед тем, как попасть в море рассеянных звезд, только чтобы обнаружить, что Линь Юйлин уже погибла в бою. Теперь он вернулся в подземную пещеру, в которой находилась древняя транспортная формация. Несмотря на то, что он преднамеренно уничтожил транспортную формацию в прошлый раз, когда был здесь, ему просто пришлось починить ее снова, чтобы телепортировать в море рассеянных звезд. Хань Ли почувствовал облегчение от того, что только 2 культиватора уплотнения Ци охраняли это место. Даже самые простые техники сокрытия могли гарантировать, что они оба не заметили, что что-то не так. Имея это в виду, Хань Ли схватил сумку для хранения, свисающую с его талии, и подбросил ее в воздух. Сумка для хранения закрутилась в воздухе и перевернулась вверх дном, а изнутри нее вспыхнул белый свет, направившийся прямо к земле. Как только белый свет отступил, показалась большая куча материалов примерно в половину того же роста, что и взрослый человек. Большая часть кучи состояла из разных типов странных духовных камней. Хань Ли безразлично махнул рукой вверх, и внутри сумки снова вспыхнул белый свет. При этом изнутри выскочили дюжина или около того флагов и пластин формации. Появившись, они парили в воздухе, переливаясь духовным светом всех видов цветов. Хань Ли сделал жест заклинания и осторожно взмахнул рукавом в направлении инструментов формации. Внезапно эти сокровища превратились в разноцветные световые полоски и полетели во все направления, внезапно исчезнув в стенах пещеры. В следующее мгновение из стен пещеры стали вырываться плотные столбы густого белого тумана, скрыв Хань Ли в мгновение ока. Если бы культиватор проходил мимо пещеры в этот момент, его бы поприветствовал бы вид пустой пещеры, внутри которой ничего не было. Ограничение, созданное иллюзорной формацией, полностью скрыло Хань Ли, а также эту большую кучу материалов формации. Тем временем Хань Ли был уже весь занят работой. С его нынешним богатством знаний и опыта Хань Ли очень быстро создал небольшую транспортерную формацию, при условии, что было достаточно материалов. Таким образом, совершенно новая транспортная формация была установлена в углу пещеры всего за 2 дня. Осмотрев формацию в последний раз, Хань Ли наложил на нее активирующее заклинание. В центре формации вспыхнул белый свет, после чего послышалось гудение. Сразу после этого духовный свет вспыхнул в различных точках транспортной формации и угас сам по себе. Казалось, что с транспортной формацией не было никаких проблем, поэтому Хань Ли мог использовать ее немедленно. Хань Ли пришел в восторг от этого, и его тело качнулось, мгновенно появившись в транспортной формации. Однако, как только он собирался активировать формацию, он окинул взглядом пещеру, и на его лице появилось нерешительное выражение. После непродолжительного периода созерцания он внезапно похлопал по одной из сумок для хранения духовных зверей. С шипением из отверстия в мешке вспыхнули белый ветер и снег. Сразу после этого показалось 12 белоснежных многоножек. У каждой из них было 2 пары крыльев на спине, и все они выглядели очень грозными. Выпустив этих шестикрылых ледяных многоножек, Хань Ли что-то пробормотал и наложил на них заклинание. По приказу Хань Ли все эти многоножки тут же сжались до размера ладони. Затем они открыли пасти, выплюнув ледяную ци, тут же запечатав свои тела в глыбу льда. Через несколько мгновений перед Хань Ли появилась серия прозрачных ледяных шаров. Хань Ли направил свои 10 пальцев к ледяным шарам, и 12 лазурных нитей вырвались наружу, мгновенно исчезнув в ледяных шарах. Затем 12 ледяных шаров одновременно упали вниз, исчезнув в земле во вспышке желтого света. Только тогда Хань Ли удовлетворенно кивнул. С 12 демоническими зверями 7-го ранга, охраняющими это место, даже культиватор зарождающейся души не сможет легко уничтожить эту транспортную формацию. Теперь он чувствовал себя намного увереннее. Хань Ли тут же активировал формацию под его ногами и исчез во вспышке белого света. После приступа головокружения Хань Ли появился на острове за десятки миллионов километров.
Он обернулся вокруг него и обнаружил, что все осталось таким же, каким было во время его последнего визита. Казалось, что это место было довольно трудно обнаружить другим культиваторам. Хань Ли вышел из телепортации и взмахнул рукой в воздухе, даже не поворачивая головы. Вылетела полоса золотого света, и транспортная формация позади него с грохотом была разрезана пополам. Затем Хань Ли бесстрастно вышел из каменной комнаты. Спустя несколько мгновений полоска лазурного света поднялась в воздух с острова, а затем вырвалась вперед в определенном направлении и исчезла вдалеке в мгновение ока. Глава 1204. Беда в море рассеянных звезд. Хань Ли направился прямо к небесному звездному городу, пролетая мимо нескольких островов, но не собираясь останавливаться ни на одном из них. Однако вскоре он обнаружил, что все культиваторы, с которыми он столкнулся в своем путешествии, тоже торопились. Если две группы незнакомых культиваторов сталкивались друг с другом, обе стороны сразу становились настороженными, а атмосфера становилась чрезвычайно напряженной. От этого наблюдения Хань Ли нахмурился и пришел к выводу, как в море рассеянных звезд действительно царит хаос. Приблизившись к массивному острову, на котором находился небесный звездный город, он увидел все больше и больше путешествующих культиваторов. Помимо групп культиваторов, вовлеченных в напряженное противостояние, были и те, кто участвовал в жестоких сражениях, и было совершенно очевидно, что все участники этих сражений совершенно не сдерживались, явно намереваясь убить своих врагов. Вначале Хань Ли не обратил на них внимания. Но по мере того, как количество таких боев становилось все более регулярным, Хань Ли понял, что это, скорее всего, было связано с конфликтом между коалицией Звездопада и Дворцом Звезд. Хотя казалось, что коалиция Звездопада доминировала в сражениях, Дворец Звезд управлял морем рассеянных звезд в течение столь долгого времени, поэтому вполне естественно, что у него было несколько козырей в рукавах. Кроме того, у них также были тесные связи со многими крупными сектами в море рассеянных звезд. Эти связи были не очень очевидны при обычных обстоятельствах, но эти силы определенно вступили бы, когда Дворец Звезд действительно бы был на грани разрушения. Тот факт, что в сражениях участвовали культиваторы, которые явно не принадлежали ни к Дворцу Звезд, ни к коалиции Звездопада, казалось, указывал на то, что Дворец Звезд действительно находился на грани. В конце концов, ни одна из других крупных держав не вмешалась бы, если бы их вмешательство не было абсолютно обязательным. Конечно, Хань Ли не собирался с головой окунуться в конфликт между Дворцом Звезд и коалицией Звездопада, не проведя предварительных исследований. Однако было трудно получить какую-либо полезную информацию от низкоранговых культиваторов, поскольку они сами многого не знали. Таким образом, несмотря на то, что по пути он столкнулся со многими культиваторами заложения основ, он не стал расспрашивать никого из них. В тот день он несся по воздуху в виде полоски лазурного света, как вдруг выражение его лица слегка изменилось, и он повернул в определенном направлении вдалеке. Он ненадолго застопорился в своем полете, а затем полетел в этом направлении. С нынешним уровнем культивации Хань Ли понадобилось всего несколько мгновений полета на полной скорости, чтобы преодолеть расстояние более 5 километров. Там он опустил взгляд, и на его лице появилась легкая улыбка. В воздухе на более низкой высоте внизу находился пожилой мужчина в черной мантии и ужасающий крепкий мужчина, запертые в жестокой схватке друг с другом, манипулируя мерцающим желтым летающим мечом и лазурным кольцом, соответственно. По совпадению, эти двое были на средней стадии формирования ядра, и их сокровища, казалось, были примерно сопоставимы по силе. Таким образом, можно было сказать, что их силы тоже были равны. Если ни у одного из них не было скрытых козырей в рукаве или каких-либо других сокровищ, чтобы одним махом победить противника, Хань Ли подсчитал, что им потребуется как минимум большая часть дня, чтобы достичь решающего результата в битве. Кроме того, не похоже, что один из них способен убить другого, поэтому битва, скорее всего, завершится бегством одной из сторон с приближением поражения. Внезапное прибытие Хань Ли, естественно, стало неожиданностью и для пожилого мужчины, и для крепкого мужчины средних лет. Они рефлексивно остановили свои действия и обратили свое внимание на Хань Ли с осторожными выражениями на лицах. Они оба обратили свое духовное чутье к Хань Ли, после чего резко изменились в лицах. Чтобы привлечь к себе меньше внимания, Хань Ли скрыл свой уровень культивации до ранней стадии зарождающейся души. Однако этого уже было достаточно, чтобы запугать двух культиваторов формирования ядра. Они практически одновременно убрали свои сокровища, после чего пожилой мужчина поспешно поклонился Хань Ли и сказал: «Я Би Сюнь с острова Падших Призраков. Могу узнать ваше уважаемое имя, старший?» Мужчина средних лет также поклонился Хань Ли с почтительным выражением лица и спросил: «Вам нужна наша помощь, старший?» Хань Ли скрестил руки с равнодушным выражением и сказал: «Вам не нужно знать, кто я не был здесь много лет, поэтому я бы хотел спросить вас кое о чем». Двое мужчин облегченно вздохнули, узнав, что Хань Ли просто пришел к ним за информацией, и сразу сказали: «Мы обязательно расскажем вам все, что знаем, старший». Хань Ли кивнул, услышав это,
и сразу же начал расспрашивать о событиях, произошедших в море рассеянных звезд в течение прошлого столетия. Двое мужчин, естественно, считали Хань Ли старшим стадией зарождающейся души, который находился в длительном периоде уединения, и поспешно начали рассказывать о прошлых событиях. Более 100 лет назад демонический зверь из внешних морей захватил множество островов, населенных людьми, и поставил ультиматум всем человеческим культиваторам, чтобы они освободили внешнее море. В результате разразилась битва между людьми и демоническими зверьми. Как ни странно, ни Дворец звезд, ни коалиция звездопада не задействовали много культиваторов для участия в этой битве. Вместо этого многие странствующие культиваторы и ученики из небольших сект, которые извлекали выгоду непосредственно из этих островов, собрались на Большом острове, где были установлены транспортные формации, и вступили в жестокую битву с демоническими зверьми. Сложно было назвать это сражением, поскольку на самом деле это была просто группа человеческих культиваторов, которые отчаянно пытались удержать демонических зверей в страхе, используя некоторые ограничения на островах. Культиваторы, осмелившиеся участвовать в этой битве, были, как минимум, на стадии заложения основ. Стоит сказать, что были собраны десятки тысяч культиваторов, и даже после разделения на каждом острове оставалось 5000 человек. Однако, как только началась битва, все острова были полностью окружены бесчисленным количеством низкоранговых демонических зверей, что серьезно подкосило моральный дух человеческих культиваторов, которые изначально были полны уверенности в своих силах. В конце концов, человеческие культиваторы продержались всего около полугода, прежде чем все острова были завоеваны демоническими зверьми. По-видимому, в сражении не участвовал ни один демонический зверь стадии метаморфоза. Все ограничения на острова были побеждены низкоранговыми демоническими зверьми, которых, казалось, было почти бесчисленное множество, и одних их усилий было достаточно, чтобы покорить все острова. Во внешних морях человеческие культиваторы не могли сравниться с демоническими зверьми, поэтому у них не было другого выбора, кроме как отступить обратно во внутреннее море, а затем уничтожить все транспортные формации во внешнее море и временно отказаться от всего, что они создали там. В этот момент внешнее звездное море снова стали владением демонических зверей. Конечно, человеческие культиваторы на самом деле не собирались полностью отказывать от внешних морей. После нескольких столетий или, возможно, даже нескольких тысячелетий восстановления, люди, скорее всего, вернутся во внешнее море. В конце концов, бесчисленное количество демонических зверей в дальних морях обеспечивало практически бесконечную поставку добычи демонических ядер, и это было слишком важным ресурсом, без которого не могли существовать культиваторы моря рассеянных звезд. Еще одна информация, на которую обратил внимание Хань Ли, заключалась в том, что небесные звездные мудрецы скончались несколько десятилетий назад. Однако до своей смерти они вторглись на основную базу коалиции звездопада, используя мощь их эссенции божественного света, чтобы убить нескольких культиваторов зарождающейся души коалиции звездопада. Архиепископ Шести Путей и Ван Сангу находились в секретной комнате, обсуждая в то время некоторые важные вопросы, и были вынуждены выйти на бой с небесными звездными мудрецами. Они оба думали, что небесные звездные мудрецы были связаны с небесным звездным городом, поскольку они не могли дистанцироваться от божественных гор и были застигнуты врасплох этой неожиданной атакой. После этого произошла серия событий, которые ошеломили все море рассеянных звезд. Мудрецы небесной звезды не собирались втягивать архиепископа Шести Путей и Ван Сангу в длительное сражение. Вместо этого они выпустили какой-то секретный прием с самого начала, взорвав всю эссенцию божественного света, которую они усиленно культивировали в течение нескольких столетий одновременно, создавая взрыв, напоминающий конец света, который сравнял с Землей всю основную базу коалиции звездопада. Архиепископ Шести Путей и Ван Сангу находились ближе всего к эпицентру взрыва, и даже у их зарождающихся душ не было возможности убежать, и они мгновенно были превращены в ничто. Таким образом, самые могущественные существа Дворца звезд и коалиции звездопада были стерты с лица мира в мгновение ока. Для сравнения, коалиция звездопада была понижена до гораздо более низкого состояния по сравнению с Дворцом звезд. В конце концов, архиепископ Шести Путей и Ван Сангу были не единственными, кто погиб во время нападения. В то время на главной базе присутствовало несколько старейшин и большое количество культиваторов формирования ядра, и они также были убиты. Как и ожидалось, в последующие 2-3 десятилетия Линь Юйлин захватила Дворец звезд, заставляя коалицию звездопада неуклонно терять свои позиции, в результате чего последняя потеряла большую часть территории. Все секты, входившие в коалицию звездопада, были включены в список сект Дворца звезд, поэтому у них не было другого выбора, кроме как стиснуть зубы и попытаться пережить шторм. В противном случае, вполне возможно, что коалиция звездопад была бы давным-давно расформирована. Как только казалось, что коалиция звездопада должна была быть побеждена, неожиданно произошло удивительное событие, предвещающее возрождение коалиции звездопада. Мастер секты Тысячи Врат Просвещения, Ван Тиньмин, продвинулся до стадии поздней зарождающейся души, став новейшим великим культиватором в море рассеянных звезд. Таким образом, коалиция звездопада сразу же смогла перевернуть столы. Как культиватор поздней стадии зарождающейся души, Ван Тиньмин сумел объединить всю коалицию, став бесспорным лидером коалиции.
После этого он убил нескольких старейшин Дворца Звезд в битве и создал себе ошеломляющую репутацию. В последующие несколько десятилетий Дворец Звезд не выдержал агрессивных нападок Ван Тиньмина, поскольку у них не было великих культиваторов, которые могли бы противостоять ему. Таким образом, коалиция Звездопада отомстила, вернув все свои потерянные территории, а затем потребовав еще несколько. Вскоре Дворец Звезд оказался в еще более опасном положении, чем когда архиепископ Шести Путей и Ван Сангу еще были живы. Не так давно коалиция Звездопада открыла путь в небесный звездный город и снова отправила свои призрачные гербы. Все секты и державы, получившие гребни, должны были подтвердить, кому они обещали свою верность. Если они не присоединятся к коалиции Звездопада в нападении на Дворец Звезд, то они будут считаться врагами коалиции Звездопада и в результате будут уничтожены. Коалиция Звездопада была готова атаковать Дворец Звезд и не брала пленных. Конечно же, Ван Тиньмин подкрепил свою угрозу, фактически уничтожив несколько сект, которые были связаны с Дворцом Звезд, и в результате все море рассеянных звезд были полностью разгромлены. Секты, которые пообещали свою верность Дворцу Звезд и коалиции Звездопада, а также секте, которая просто хотела занять нейтральную позицию, были вынуждены принять меры. Некоторые из них полностью закрыли свои секты и скрылись в пределах своих ограничений, некоторые из них бежали в небесный звездный город в поисках убежища, и многие воспользовались этой возможностью для расширения, захватив оставленные территории. В любом случае, море разрозненных звезд было в полном смятении. Армия культиваторов коалиции Звездопада воспользовалась этой возможностью, чтобы собраться на нескольких островах около небесного звездного города, и оказалось, что они развернули там всех своих самых мощных культиваторов, готовясь к финальной битве. Казалось, что Ван Тиньмин больше не хотел откладывать это сражение. Он просто хотел уничтожить Дворец Звезд и положить конец этому конфликту раз и навсегда. Однако, когда же начнется битва? А сколько культиваторов было собрано на островах возле небесного звездного города? Ни пожилой, ни мужчина средних лет не могли дать ответы на эти вопросы. Большинство культиваторов в море рассеянных звезд хотели только одного — вообще избежать этой битвы, но многие из них просто не смогли этого сделать и были вынуждены принять сторону. Что касается того, присоединились ли они к Дворцу Звезд или коалиции Звездопада, то это было только то, что они сами знали. Таким образом, повсюду были шпионы, пытающиеся выяснить, с какой стороны все были связаны, ввергая область вокруг небесного звездного городка в полное смятение. Более того, с приближением к небесному звездному городу становилось все более и более хаотичным. Хань Ли услышал всю информацию, которую хотел услышать, и глубоко задумался, избавив двух культиваторов формирования ядра от дальнейших расспросов. Глава 1205. Битва у Дворца Звезд. Часть 1. Услышав информацию, предоставленную двумя культиваторами формирования ядра, Хань Ли почувствовал себя намного увереннее. Было совершенно ясно, что Линь Юйлин обратилась за помощью через талисман Тысячи Расстояний, чтобы он мог противостоять мастеру секты Тысячи Врат Просвещения. Стоит сказать, что Хань Ли уже видел этого Ван Тиньмина в зале Небесной Пустоты. Этот человек оставил у него довольно негативное впечатление, и он всегда выглядел так, как будто он что-то замышлял. Однако Хань Ли был удивлен, узнав, что этот человек смог достичь поздней стадии зарождающейся души. Небесные звездные мудрецы, которые погибли вместе с архиепископом Шести Путей и Ван Сангу, явно не могли этого предвидеть. По их мнению, Дворец Звезд наверняка уже победил коалицию Звездопада и снова правил бы в море рассеянных звезд, поэтому не было бы никакой необходимости просить никакой внешней помощи. Тем не менее, Хань Ли действительно не видел в этом Ван Тиньмине такой большой угрозы. Хотя этот мастер секты Ван продвинулся до поздней стадии зарождающейся души, он все равно никак не мог сравниться с Хань Ли. После периода уединения Хань Ли еще больше укрепил свой уровень культивации, и его духовное чутье также стало значительно более сильным. Даже если бы он столкнулся с культиватором стадии божественной трансформации, у него были ресурсы, чтобы спасти свою жизнь в случае чего. Имея это в виду, Хань Ли быстро на легендарную божественную гору с эссенцией божественного света. Культивация искусства эссенции божественного света не составит для Хань Ли большого труда. По-видимому, это искусство культивации не было строго охраняемым секретом, поэтому он, скорее всего, сможет найти копию где-нибудь в море рассеянных звезд. Даже не прибегая к помощи Дворца Звезд, он также сможет найти его, если будет готов потратить некоторое время. Однако легендарная божественная гора была необычным объектом, и было трудно сказать, есть ли в человеческом мире еще одна гора подобной природы. Он не знал, была ли эта гора обязательным элементом для культивации эссенции божественного света, но многие высокоранговые культиваторы моря рассеянных звезд стали бояться небесных звездных мудрецов, как только те начали использовать это искусство культивации, обнаружив легендарную божественную гору. Таким образом, эта гора была, по крайней мере, очень полезна для тех, кто культивировал эссенцию божественного света. В
противном случае, как уже упоминалось ранее, это искусство культивации было не так сложно приобрести, и гораздо больше людей использовали бы его, но место культивации явно играло особую роль. С этими мыслями в голове Ханли рассеянно кивнул двум культиваторам формирования ядра и, отблагодарив, попрощался и улетел вдаль в виде полоски лазурного света. На протяжении всего этого процесса он ничего не спрашивал ни о том, почему двое сражались, ни о том, какой из сторон они заявили о своей верности. Оба культиватора стояли на месте и с уважением смотрели на удаляющуюся фигуру Ханли. Только после того, как лазурная полоска света действительно исчезла вдали, они одновременно повернулись друг к другу, и в их глазах снова появилась враждебность. Однако, после того, как их прервал Ханли, ни один из них не хотел больше сражаться, и после нескольких словесных оскорблений они оба решили не продолжать бой и разошлись. В этот момент Ханли был уже за 50 километров. На поверхности океана, в нескольких десятках тысяч километров от небесного звездного города, в город врезалась дюжина полос света. Эта группа состояла из разновозрастных культиваторов, но на всех них была одинаковая одежда, поэтому было совершенно очевидно, что они принадлежали к одной секте или власти. Возможно, это было связано с тем, что они приблизились к небесному звездному городу, но на их лицах появились намеки на самодовольство, и некоторые из них даже начали разговаривать через передачу голоса. В этот момент внезапно произошло нечто неожиданное. В океане, под группой культиваторов, взорвался блестящий белый свет, после чего около дюжины столпов белого света вырвались вниз снизу. С грохотом все культиваторы были отброшены в сторону, кроме 3 культиваторов формирования ядра с самым высоким уровнем культивации, которые едва сумели уклониться от внезапной атаки в самый последний момент. С воплями муки все эти люди превратились в ничто внутри колонн белого света. 3 оставшихся культиватора формирования ядра были шокированы и взбешены этим, и немедленно собрали свои соответствующие сокровища, поспешно опустив глаза вниз. Прямо в этот момент из океана появилось 7 или 8 световых полос, поднимающихся в воздух перед 3 культиваторами формирования ядра. Один из оставшихся пожилых культиваторов, казалось, узнал одного из тех, кто их окружил, и сказал с обиженным выражением на лице. Он выругался: «Собаки коалиции «Звездопад». Мужчина средних лет с множеством зловещих черт холодно хихикнул и спросил: «Хе-хе, не ты ли это, брат Лу из секты Белого Меча? Следуя твоей логике, значит, вы 3 из Дворца Звезд. Собаки. Кроме того, разве ваша секта не объявила себя полностью нейтральной? Почему вы направляетесь на Небесный Звездный? А почему ты спрашиваешь то, на что уже знаешь ответ? Наша секта Белого Меча всегда была ответвлением Дворца Звезд, поэтому, естественно, мы обязаны оказывать помощь Дворцу Звезд. Хватит болтать, вперед! Пожилой мужчина направил злобный взгляд на противостоящего мужчину средних лет, а затем выпустил заклинание на 2 культиваторов формирования ядра перед собой. Затем 3 культиватора качнулись и трансформировались в 3 полосы света, улетев в определенном направлении. Кроме того, когда они устремились вдаль, 3 световых полосы внезапно соединились в один массивный столб переплетающегося красного, желтого и белого света длиной в несколько десятков футов, с удивительной скоростью проносясь к противостоящим культиваторам коалиции Звездопада. Казалось, что пожилой человек знал, что его трио не сможет сравниться с таким большим количеством врагов, и он сразу решил сбежать. Однако 2 культиватора коалиции Звездопада, находившиеся в этом направлении, не были взволнованы при виде приближающегося трехцветного столба света. Вместо этого они просто переглянулись между собой и одновременно подняли руки. Огромное пространство лазурного света внезапно вырвалось из их рук, полностью застигнув трехцветный столб света и заключив его внутрь себя. Затем оба они начали что-то петь, и во вспышке лазурного света перед ним появилась массивная лазурная сеть, поймав в ловушку 3 культиватора формирования ядра. Все 3 изо всех сил начали атаковать сеть, но все равно не смогли вырваться на свободу. Ха-ха, прекращай свою бесполезную борьбу, брат Лу. Эта всеохватывающая сеть была дана нам старейшиной нашей секты. С вашим уровнем культивации на стадии формирования ядра нет никакого способа, которым вы смогли бы освободиться от нее. Кроме того, даже если вам удастся сбежать, это не принесет вам никакой пользы. Весь небесный звездный город окружен нашей коалицией Звездопада, и это будет лишь вопросом времени, когда он будет побежден. Позвольте мне проводить вас в путь первыми. Мужчина средних лет хмыкнул, резко открыв рот. Изнутри вырвался маленький белый меч, полетевший прямо к 3 культиваторам формирования ядра, запертым в сети. Судя по всему, небесный звездный город уже какое-то время был окружен. Можете рассказать мне о ситуации здесь? Незнакомый мужской голос неожиданно раздался поблизости и был отчетливо слышен всем присутствующим. Кто здесь? Сердце среднего возраста задрожало от шока, и он поспешно гляделся по сторонам с осторожным выражением на лице.
Другие культиваторы коалиции звездопада также поспешно высвободили свое духовное чутье, начав оглядываться по сторонам с недоумением и осторожностью на лицах. Однако их поиски оказались совершенно бесполезными, и все они невольно переглянулись между собой со смущением в глазах. «Что вы все ищете?» «Я здесь, не так ли?» Незнакомец холодно рассмеялся, после чего перед тремя захваченными культиваторами секты Белого Меча и кратко вспыхнул лазурный свет, и показалась человекоподобная фигура. Это был лазурный молодой человек, которому на вид было лет 20, и он безразлично оценивал вокруг себя культиваторов коалиции звездопада. Два ближайших к молодому человеку культиватора коалиции звездопада направили на него свое духовное чутье и резко изменились в лицах, воскликнув в унисон: «Культиватор зарождающейся души». Несмотря на то, что они не могли установить точный уровень культивации Хань Ли, определенно нельзя было ошибиться в том факте, что он была культиватором зарождающейся души. Мужчина средних лет изменился в лице, услышав это. Он тщательно оценил молодого человека перед ним, и выражение удивления и ужаса внезапно появилось на его лице. Сразу после этого он без колебаний сделал печать заклинания и скрылся вдали в виде полоски белого света. После нескольких вспышек он уже был в нескольких сотнях футов. Хань Ли был немного удивлен этим так же, как и другие культиваторы коалиции звездопада. Даже если бы этот молодой человек был культиватором зарождающейся души с таким количеством присутствующих культиваторов формирования ядра, они все равно могли бы хотя бы начать борьбу. Кроме того, этот человек средних лет был лидером группы, а его уровень культивации был на поздней стадии формирования ядра, так почему он сбежал с поля боя, прежде чем они даже убедились, что этот молодой человек был их врагом? Вы узнаете меня. Этот молодой человек, естественно, был никто иной, как Хань Ли, который наконец-то попал сюда спустя месяц интенсивного путешествия. С мрачным выражением на лице он небрежно щелкнул пальцем в том направлении, куда удалялась полоска красного света, просвистев в воздухе. Полоска красного света качнулась и полностью исчезала. Тем временем из-за полосы белого света в нескольких сотнях футов внезапно раздался мучительный крик. Белый свет рассеялся, и человекоподобный огненный шар упал в океан, где он утонул, как свинцовый груз. Хань Ли просто небрежно махнул рукой в воздухе, и раздался тот же самый резкий свист. Полоска красного света снова вспыхнула в воздухе, мгновенно исчезнув в руке Хань Ли. Хань Ли повернулся к другим культиваторам и спросил: «А теперь вы готовы ответить на мои вопросы?» Несмотря на то, что голос Хань Ли не был слишком громким и не собирался намеренно запугивать их, все культиваторы коалиции звездопада почувствовали, как по их спинам пробежал холодок. Только тогда они поняли, почему мужчина средних лет сбежал, не задумываясь. Человек, стоящий перед ними, был явно непостижимо могущественным, и у них, похоже, не было шансов на победу, даже если они должны были атаковать его одновременно. Что наиболее важно, он, казалось, был враждебно настроен против коалиции звездопада. С прецедентом убийства мужчины средних лет у всех остальных культиваторов коалиции звездопада стали подгибаться коленки от страха, и никто из них не осмелился действовать безрассудно. Через некоторое время мужчина с крючковатым носом прочистил горло и, натянув улыбку на лице, спросил: «Какие вопросы у вас к нам, старший?» «Разве я не сформулировал свой вопрос? Вы хотите, чтобы я повторялся?» Хань Ли повернулся к человеку с холодным выражением лица. Сердце мужчины с крючковатым носом дрогнуло, и с застывшей улыбкой на лице он поспешно ответил: «Мои извинения, старший, сейчас я отвечу на ваш вопрос. Дворец звезд действительно уже окружен нашей коалицией. В противном случае мы бы не посмели появляться в районе, столь близком к нему». «Понятно. Похоже, ваша коалиция звездопада решила атаковать до объявленной даты, чтобы застать дворец звезд врасплох. Вы также сможете убить всех культиваторов, лояльных к дворцу звезд, в процессе». Отличный план. На его лице появилась легкая улыбка. «Я не знаю конкретных деталей. Наши уровни культивации не очень высокие, и мы только можем выполнять отданные нам приказы», ответил человек с крючковатым носом. «Но даже если коалиция звездопада одержит верх в этой битве, Небесный звездный город — чрезвычайно массивное место. Даже если собраны десятки тысяч культиваторов, они никак не смогут окружить весь город, верно?» — спросил Хань Ли.